Привет. Подумал, как-то скучно постоянно записывать только торговые сессии и решил записать такое небольшое разговорное видео. И, наверное, здесь я хотел рассказать про важность комиссий и, по крайней мере, мой опыт с ними, как они очень сильно влияют на баланс, на итоговый результат, но по итогу, как мне кажется, много трейдеров на это либо же не обращают внимания, либо определяют слишком мало внимания к этому, потому что, ну вот сейчас я на конкретных примерах покажу всю статистику и как реально они влияют на прирост баланса и, по идее, на итоговый результат. Давайте уменьшу быстренько камеру и покажу все, что у меня. Смотрите, я торгую через Tiger, здесь у меня есть такой прикол, возвращается 45% от комиссий. То есть я торгую именно котировки, вся ликвидность берется с Binance, и по итогу 45% от комиссии возвращается, точнее вот берется, я плачу стандартную как будто бинансовскую комиссию, вот типа я торгую через Binance, и по итогу возвращается мне 45% от нее. То есть, кстати, но вообще без разницы особо на каких биржах, потому что там Binance, OKEX, там еще Bybit был. В принципе, комиссии плюс-минус одинаковые. Там может несколько сотых процентов у них отличается, но в общей сумме одинаково. И вот на Tiger X тут есть, короче, такая штука, что возвращается 45% комиссии. Именно поэтому, кстати, я решил здесь поторговать. И смотрите, в чем прикол. У меня стандартный Take Profit и Stop Loss примерно сейчас $15. То есть я торгую, и мой стандартный Stop Loss Take Profit $15. Но иногда вот мне просто в комиссиях возвращается там $8, там какой-то доллар, вот 5,5. Ну, там доллар это как если мало сделок. Если у меня торговая сессия, я там заключил несколько сделок немного, примерно штучек 5, не знаю, там по-разному в этом варьируется, то возвращается где-то там доллар, там 2, но это уже, кстати, неплохо. А если какая-то торговая сессия более длинная, там какие-то интересные ситуации, либо что-то нестандартное, то происходит большее количество сделок и возвращается по итогу почти половина тейк-профита. Одного стандартного, например, если ставлю тейк-профит, там $15, мне возвращается 8, там вот 5, еще было там 4, но тут тоже где-то доллар, тут меньше у меня были чуть-чуть объемы, тоже по доллару. Но сама суть заключается в том, что половина тейк-профита раз в несколько дней может капать назад на баланс. И это кажется, что вроде как не очень много, но посчитайте, сколько дней в месяце. И если даже там 2 раза в неделю будет капать такая комиссия, то уже буквально сколько? 4 бесплатные сделки гарантированные, считай, ты просто получаешь в конце месяца плюс в результат. А оно кажется, что так довольно-таки не очень много, но по итогу, вот у меня, кстати, торгую я тут, наверное, месяца 2, или, плюс-минус, может, чуть больше, и у меня уже $63, получается, вернулось только в комиссиях. Но это очень много, при том, что у меня баланс сейчас 1060. То есть 6%, примерно я там, грубо говоря, если я начал торговать на 1000, 6% заработал. И в теории, и вот 63 у меня вернулось. То есть, примерно, если бы мне не возвращалось, тут, да, там у меня было несколько раньше балансов, и еще чуть-чуть торговал, тут нюансы, но сама суть заключается в том, что если бы просто, например, взять баланс в 1000, ты можешь быть прибыльным трейдером, зарабатывать, и, например, получается, если мне $63 вернулось в комиссиях, то еще даже чуть больше, 55%, там, может, не знаю, $70-80 забрало просто как комиссии. То есть я в сумме заработал, к стандартной 1000, еще примерно процентов 12, там, 15, может, например, там за месяц, за 2, за 3, не суть. И эти 15, грубо говоря, если бы торговал просто через Binance, какой-то через биржу, например, где комиссии стандартные, не возвращаются, нету никаких всяких уменьшений комиссий, то просто убираются вот эти там, у меня лично, я показываю на своем опыте, у меня бы бралось там 10, 20, 15%
просто потому, что я потратил на комиссии. И то есть, и у меня баланс бы был там, например, ровно 1000. То есть я как будто по статистику, открываешь статистику, торгуешь, видно, что ты вроде прибыльный трейдер, зарабатываешь, открываешь баланс, по факту в нуле. И вот такая штука может получиться. Я это уже не раз замечал, думал и чуть раньше записать об этом. Поэтому вот такие результаты. И я не спорю, я не знаю, это у меня там больше среднего, меньше среднего, у кого какие там результаты, но вот такое может быть, и оно, как мне кажется, очень сильно влияет. И казалось бы, да, там только несколько месяцев торгую, и уже такой, прям ощутимый, как видно, результат. Ну а если будут идти еще больше месяцев, там года, то на длинной дистанции, мне кажется, это будет очень сильно решать в том плане, что можно ж эти средства там использовать как бы сложным процентом, понемножку увеличивать баланс, а если не возвращается комиссия, то у тебя их просто нет. И вот такая ситуация. Поэтому мне кажется, что большинство трейдеров очень сильно недооценивают важность комиссий, потому что, сами видите, как по итогу они могут влиять на итоговый баланс. Ты можешь быть прибыльным трейдером, по факту терять деньги. И это я еще выходил в плюс, получается, торговал. А если у тебя реально вероятность 50/50, то ты будешь видеть, что у тебя баланс уменьшается. То есть открываешь статистику, у тебя там вероятность успешной сделки 50/50, а баланс твой уменьшается, и как-то морально ты будешь рассчитывать, какая там комиссия. Комиссия вроде как маленькая, но по факту минус там 6%, даже минус 15% и ушло бы там за 20%, не знаю, у кого какие объемы, количество сделок, то ушло бы за несколько месяцев. Поэтому это, как мне кажется, очень важный фактор, на который лучше обращать внимание. Мне кажется, возможно, если были бы где-то больше возврат комиссии, либо же там просто комиссии были намного меньше, то я бы, возможно, торговал и там. Я знаю, что есть разные сервисы, где там вообще нет комиссии, еще что-то, но тут прикол в том, что на Тайгере еще и очень удобный терминал для торговли, стакан, графики и все. Поэтому я здесь сижу. А бывает, есть биржи, на которых ты вообще не платишь комиссию, но там, это биржа, сами понимаете, терминал и биржа это чуть-чуть разное и разный результат. Короче, совсем разная другая история. И я решил, что периодически буду выкладывать вот такие небольшие короткие разговорные видео, потому что пока выкладываю я только торговые сессии, они понемножечку надоедают. И сам понимаю, что не всем интересно постоянно смотреть одно и то же, потому что стараюсь заключать сделки по своей стратегии, а со временем они становятся как однотипные. И плюс хочется как-то разнообразить канал, чтобы там были не только торговые сессии, поэтому вот так. Но пока я буду выбирать, наверное, вот такие более нейтральные темы, типа как сейчас там за комиссией сказал, просто свой опыт, свое там мнение. Потому что я сейчас, как мне кажется, не могу там рассказывать, как нужно торговать, либо же еще что-то. Там делиться по поводу заработка каким-то своим таким мнением, потому что у меня нету долгосрочного какого-то результата. Там на истории типа там полгода, год и еще выше. Пока нету результата, как мне лично комфортно, морально, что я выбирал более такие нейтральные темы, которые, как мне кажется, они важные. Возможно, кому-то кто-то вообще не парится за эти комиссии, кто-то вообще не парится за еще какие-то темы, и им это и не нужно, но вот я вижу, что реально влияет это на кошелек, даже если это влияет на моменте, то можно это использовать и в долгосроке получить еще больше преимущества, как мне кажется.